Всем привет! Сегодня наконец-то решился снять обзор на тачку, на свою. Снимаю не просто так, уже владею, тачкой 7 лет. X-Trail 2000 года, минимальной комплектации, прям все по минимуму. 2 литра, бензиновый двигатель. Движка QR20, кузов NT30. Начну, наверное, с кузова сначала. Сделан простецки. Ничего особенного такого нет на нем. Пластиковые крылья. Ну, не считаю, что это минус прям такой. То есть вообще без разницы. Пластиковые они, металлические. Обычное литье на нем стоит. То есть обыкновенное самое, которое шло с завода. Вот можно крупным планом. Самое старое. То есть сейчас потом еще новые вышли, которые квадратное такое. Ну вот это такое литье. Спереди и сзади у него дисковые тормоза стоят, не барабаны сзади. Краска, в принципе, неплохая, грязь, на ней плохо видно. Машина-то как 2000 года, до сих пор держится заводская краска. То есть не облазит, не выцветает. В принципе, если с химией его помыть, то есть смотрится вообще отлично прям. Также ничего тут нет такого, никаких ни кунгурятников, просто пластмасски везде приделаны. Ну теперь что? Комплектация, минимальная. Все по минималке тут. Пластик вообще самый простецкий. Ну, по качеству, на мой взгляд, лучше, чем у Subaru, Но хуже, чем на Тойотах и на Хондах, это однозначно. То есть весь, такой, трясется, можно было и получше на эту комплектацию даже поставить. То есть потолок обычный, то есть вот эти все, такое барахлянское, самое дешевское, китайское. Но брал я тачку 7 лет назад, вот в таком же состоянии. То есть 7 лет отъездил, ничего не поменялось, то есть он не рассыпался, все живучий, долго, никаких претензий к этому, вот именно к долговечности нет. То есть вот эти все штучки работают, все переключается тут, я все это использую постоянно, все нормально. По сидушкам. Сидушки у него велюр светлый, очень непрактичный, пачкается. Химчистку сиденья, чтобы он был в таком состоянии более-менее, надо делать раз в год минимум. Моющим пылесосом хотя бы с химией надо промывать это все дело. Сиденья также двигаются вперед-назад. Ничего особенного, как и на всех машинах. Тоже и глубина у водительского еще меняется. То есть можно опустить поглубже, можно поднять повыше. На других сиденьях такого не делается. Теперь по салончику задних сидений. По задним сиденьям, то есть в принципе он складывается в ровный пол. Задний багажник. То есть вот эти поднимаются, в данной модели. Эти все отсоединяются. В принципе, это все легко, быстро делается. Также то сиденье опускается вот так вот. То есть ровный пол вот отсюда где-то можно сделать. Если какие-то длинные доски, например, вот с этим креслом я делаю, вот это оставляю так, и прям складываю на нижнее сиденье. И вдоль прокладываю по всему кузову. То есть я возил доски, 3-метровые, даже больше, 4-метровые. Багажник просто до конца не закрывал, прикрывал веревкой, подвязывал, и нормально. Также можно, если вот это мешается совсем, вот эти сидушки, они полностью легко демонтируются. То есть вот такой штекер тут вытаскивается. И ее можно вообще убрать. То есть вот. Также можно сложить эту сверху. Получается вот без преград ровный пол. Эти также туда до конца вперед отодвигаешь, раскладываешь. Получается более-менее ровно. По салончику, ничего больше особенного. Потолок обычные лампочки такие, простецкие, как в Жигулях. Этот весь пластик тоже так себе. Ничего такого. Отдельно еще по печке хотел сказать. Вот еще такая проблема с этой комплектацией минимальной. Тут, стоят механические вот эти регуляторы печек. Это просто вообще, прям они очень слабые. То есть на морозе все это застывает. Часто обламывались вот эти ручки переключения. Это все клеилось на сопли. Она, в принципе, работает. Единственное, положим плюс этой печки. И все. То есть если лучше брать, на самом деле, с автоматизированной вот этой коробочкой, тут с мониторчиком, то есть включаешь там, моторчики настраивают печку. То есть тут все это на тросиках обычных, вот как на велосипедах, вот тормоза, скорости переключать, вот примерно смысл тот же самый. Есть функция кондиционера, кнопка обычная, и замкнутая циркуляция, только по салону, то что воздух циркулирует. Закрывается заслонка, с внешней не сосет ничего.
Также еще печка дует под ноги задних пассажиров, тех, кто сидят сзади. То есть это тоже как бы, ну я считаю, плюс такой. Ну это в X-Trail во всех такие. Также здесь находятся пищалки, дополнительные типа динамики. Получается раз, два, три, четыре и две пищалки. Это по музыке то, что. Имеются еще вот такие штуки, подстаканники, типа там можно воду охлаждать летом, когда кондиционер туда дует холодным воздухом, вода, ну прям хорошо охлаждается, это прям проверено, прям реально работает. Также есть обогрев заднего стекла, ну и кнопочки по переключению приводов. Теперь багажник. По аудиосистеме тут как бы что сказать, ну так себе, прям это особо не послушаешь так музыку прям на кайфах. Ну обратно вот поедем по ходовочке, посмотрим, как она едет, и можно музыку включить, посмотреть, как она будет играть. Ну, может, видео как-то передаст. Я вот не спец в этом деле абсолютно вообще. А, также есть бардачки вот, такие дурацкие, как бы, ну, ничего хорошего. Ну и вот этот единственный такой более-менее бардачок. Там же и прикуриватели. Прикуривателей других нету здесь. Как бы вот это тоже большой минус. Багажнику, ну, в принципе, удобный, возил в нем много чего, прям большие вещи такие, типа парника, короче, возил размерами 2х4 с этим поликарбонатом, прям, ну, много чего набивал, досок набивал в него, всякие технику возил, всякие печки, стиральные машины, ну, кучу, переезд на нем было несколько, дачу почти всю перестроил на этой машине, как бы нормальный багажник, он весь ободранный такой, ну, видно, что на нем это ездили, катались. Также здесь имеется запасное колесо, вот такой типа, ну это не столик, просто вон, там имеется запаска. Ну и больше там в принципе ничего такого полезного нет. Сейчас маленько про двигатель расскажу, чисто свой опыт. Короче, двигатель тут цепной, на холодную когда заводишь, маленько он как будто постукивает. Думал, какая-то проблема, может, с клапанами или с цепью. Ну, сказали, типа, цепной так работает, не знаю даже. 7 лет езжу, вот так вот стучит и как бы ничего. Двигатель, получается, бензиновый, 2 литра. Самый такой, вроде как, я понял, надежный из японских старых. И самый простецкий, ничего такого в нем нет. Все жидкости я лью сюда самые вообще хорошие, которые, ну, как я считаю, масло лью Идемитсу моторное 0В20. Говорят, вообще хорошее, почти как оригинал. Потом в коробку лью тоже Идемитсу ATF Matic J. Ну, тоже ничего. Этот антифриз здесь у меня от TCI красный, налит полностью. Ну и тормозуха обычная какая-то, не помню. И вот гидроусилитель руля, там обычно это F-ка тоже идет. Ну, что написано, как бы, то и лью. На жидкостях движковых лучше, я считаю, не экономить. То есть масло двигатель вообще не ест. То есть как я заливаю его, где-то 1015-20 я проезжаю, ну даже меньше, 10 где-то за год. И раз в год я меняю масло. Как бы оно, ну, нормально. Можно посмотреть, тут достану. Ну вот такое, то есть через месяца 2 я уже буду менять. Не знаю, как бы. По цвету, мне кажется, нормально. Ничем не воняет оно. Нормально. Коробки масла тоже менял сам. Частичную замену 2 раза делал по 3 литра. Как бы вообще прозрачная стала. Ну, щуп тоже не может давать всю информацию о масле, как бы. В основном-то вся грязь в поддоне скапливается, как я понял, при замене. Потому что сливали вообще грязное, а на щупе было оно как будто чистое. Так что лучше пользоваться именно временными промежутками по смене масла, особенно в коробке автомат. Подвижки проблем, ну, как бы я сказал бы, что не было вообще. То есть она всегда заводилась, морозы любые, то есть 30 градусов минус заводится, плюс тоже заводится. По коробке была проблема, вот до того, как я масло не поменял, мотор АТФ-ку в коробке. При перегреве в городе, в городском режиме, было такое, что масло, я как понял, потеряло свое свойство, именно вязкость. И коробка не переключала вообще скорости с первой на вторую, с третьей, со второй на третью, например, вообще. То есть я кое-когда ехал до дома, потом она остыла, и потом нормально заработала. Мне сказали, что это проблема именно в масле. До этого я масло вообще не менял, как купил, не знаю почему. По щупу, потому что ориентировался, щуп был чистый, ну думаю, что, нормально, не воняет.
ну и менять не буду. Вот сейчас поменял, это все пропало. То есть работает нормально. По ходу то, что именно механической проблемы в этом нет. Было еще у меня то, что проблема подтек радиатор, то есть верхнюю вот эту банку все выдавило. Пробовал герметики, всякую вот эту всю ерунду, ничего не помогает. Поменял полностью. То есть это реально ерунда. Также с этой машиной были проблемы с рулевой рейкой. Текла, то есть 2 раза. Один раз делал ремонт рулевой рейки. Это было лет 5 назад, наверное. Не, 6 лет назад. И потом она опять через год потекла. Ну и просто купил контрактную. Контрактная стоила что-то 4500. Также из того, что вот я здесь сделал, я еще привод один поменял. Правый, по-моему. Тоже как при резком старте газ нажимал, он как будто дергался. Ну и мне сказали, что как бы лучше поменять. Тоже взял контрактный, что 3000 он стоил. Тоже вместе с этим поменялся. Ну и как бы стараюсь следить за всеми фильтрами, чтобы все было чистенькое, промывать. Еще отдельно хотел внимание уделить на воздушный фильтр. Короче, вот эта вся система, я не знаю, кто это. Может, только у меня такое было, когда я купил. Тут все было разболтано, все вот так вот болталось, тут сифонило, все. Короче, пришлось все переделывать просто. Вытаскивать все это, крепления все припаивать, там даже припаивал я что-то. Все вот на такие хомуты посадить, чтобы нигде ничего не сифонило, чтобы забирался воздух только отсюда. Ну, как бы вот так вот. Тут все переделал. А, еще была проблема у меня со стартером. Стартер стал, короче, плохо работать. Ну, прям так, ну, и заводилась все равно машина. Но я его разобрал, посмотрел, там, короче, щеткам была прям хана. Отвез специальный, по-моему, сип-стартер какой-то в Новосибирске есть. Вот, у меня там щетки поменяли, что-то за 1800. Обратно поставил, все нормально работает. Короче, что хотел по подвеске сказать. Подвеска у него такая жестковатая, я бы сказал. Ну, относительно Toyota, например. Ну, даже того же RAV4. Хотя относительно Honda CR-V, которого первая кузова, она мягкая. По подвеске делал, подшипники ступичные задние менял. Ну, они гудели прям все время, как я его только купил, гудели. И вот в прошлом году я его поменял. Потом сайлентблоки всякие менял. Тяги стабилизаторов менял. Как бы от такого, ну, глобального ничего. А, стойки я поменял, стойки были так себе. Поставил каябовские, еще 6 лет назад, наверное. До сих пор нормально держат. То есть зимой езжу, летом вообще нормально. По кочкам, вот, на даче, вот, по таким дорогам. До сих пор живые. По рулевому механизму тоже все окей. Ну, вот единственное, то, что я говорил, да, с рулевой рейкой были проблемы. Но он никогда не вставал у меня нигде, чтобы прям замертво. Как бы едет он нормально. Максимально я на нем разгонялся 175 км в час. Один раз разгонялся, как бы. Но больше 110 км на нем, ну, страшновато ехать. Как бы он не очень так уверенно держит дорогу, когда быстро едешь. Ну, по крайней мере, на наших вот этих трассах однополосных. На хорошей трассе бы он, может, нормально держал. В поворотах нормально, по грунтовой дороге вообще, то есть люди, как бы, которые ездили, например, на каких-то маленьких других машинах, низких, садятся, говорят, о, прям, ну, действительно хорошо дорогу держат. То есть ничего не скажешь по подвеске. Ну, единственное, что жестковатое. По проходимости он так себе, на самом деле. Потому что вот эти все привода, да, кстати, вот по приводам, есть 2 ВД можно включить, есть авто. Ну, типа, когда ты передними колесами пробуксунул немножко, задние подключаются. Есть блокировка. Ну, типа, они всегда включены. На самом деле работает, ну, так себе, как бы из... Ну, в грязь бы я не полез бы на нем сильно какую-то. Еще хотел сказать пару слов по его конкурентам. Ну, такие как RAV4, CR-V. Ну, основные. Стоил он, я помню, брал его 7 лет назад за 420 тысяч. Ну, сейчас он стоит что-нибудь, 370, наверное, так, 380 тысяч. RAV4 можно было взять за эти деньги, в принципе, во втором кузове, который, в принципе, достойный конкурент, но он мне внешне не нравился, как выглядит он. Просто, ну, не знаю, не понравился внешне, не стал. Хотя, как говорят, и по обзорам, он получше будет, наверное, чем X-Trail, все-таки Toyota, лучше Nissan, я считаю. По CR-V-шке тоже, как бы, она с виду вроде и ничего, но она гниет, во-первых, очень сильно, вот тот первый кузов, по крайней мере, точно. И детали на нее вообще космос стоят. Ну, по сравнению с Nissan, с этим.
На этого как бы детали вообще. После CRV, у меня до этого была CRV 95-го года вообще, 96-го, помню уже. Вот. На нее детали были, ну прям раза в 2-2,5 дороже, чем на вот этот Nissan. То есть по деталям как бы он бюджетненько очень получается. Ну, короче, вот такая вот машина. Ну, как бы я считаю, за свои бабки, ну, это вообще идеальный вариант. Как бы денег много не просит, катаешься, в принципе. А, вот еще минус один. Зимой холодная очень. По сравнению с CRV-шкой, которая у меня до этого была. Там вообще теплая была. Ну, в этом прохладно прям реально. Как бы нагревается, конечно, но долго очень. Как бы за свои деньги это вообще отличный аппарат. То есть можно как для семьи, для стройки, для всякой. То есть возить у меня и плитки возил, и что только не возил, короче, в нем. Отличный вариант вообще для этого дела. Как бы надеюсь, если... В общем, я все такие вопросы основные осветил. Если какие-то есть вопросы, можете писать в комментарии, я с удовольствием отвечу. Так что вот так вот. Подписывайтесь, будут следующие видюхи. В следующем видео, может, попробуем другую тачку какую-то. Обзор снять, если вам понравится. Все, спасибо за внимание.